Всем привет! Сегодня у меня появился Junkers 52 от компании Талери. И это уникальная машина. Я очень рад такому подарку, мне его подарили. Вот. И именно такой самолет я хотел найти в пассажирском варианте. Вот. Это легендарная машина, созданная еще в 30-х годах прошлого века, которая пролетала и прослужила в немецких Люфтваффе до 1945 года. Это был один из основных транспортных самолетов Третьего рейха. Чем он уникален? Тем, что это на свое время был один из самых экономичных и самых современных самолетов. То есть, когда его проектировали в 1929 году, начали проектирование, задача стояла не столько в дальности и в высоте, сколько в дешевизне и практичности данного самолета. Так вот, он эксплуатировался в 1929 году, начали проектирование, и до 1945 года включительно этот самолет эксплуатировался непосредственно Люфтваффе. А даже сегодня есть образцы, которые летают на коробке, в частности сфотографирован действующий самолет, который летает в Швейцарии, и на нем можно также прокатиться. Вот. Что удивительно, то есть на свое время этот самолет был очень современным, потому что строился как цельнометаллический, с работающей обшивкой. Обшивка гофрированная. И даже сегодня этот самолет может поспорить со многими транспортными, потому что он был очень экономичный в плане потребления топлива. На тонна километр этот самолет потреблял всего лишь 1 литр авиационного бензина. Поэтому это и сегодня очень выдающийся показатель. Давайте смотреть, что в коробке. Сама коробка средних размеров. Вот, качество печати отличное, как всегда от Талери. Здесь нанесен размер самолета. Он 26,2 см в длину. Вот. И на коробке есть детализация и то, что внутри. Большая инструкция. Декаль пока не вижу. Ага, вот и декаль. Сейчас отдельно все посмотрим. И в пластике запаянный каждый воротничок отдельно. Это фюзеляж, крылья и элементы остекления. Остекление кабины можно сделать с военным вариантом, в частности с стрелковой башней и пулеметом. Сам самолет удивительный. 3М это означает Dry Motoren, трехмоторный, хотя изначально его проектировали как одномоторный самолет, вот, для эксплуатации как транспортный. И его не строили как пассажирский, это был чистый транспортник. У данного самолета большие багажные люки загрузочные, он изначально так проектировался. Вот, и работающая гофрированная обшивка, вот, из алюминия. То есть это тоже на свое время был очень современный и перспективное, скажем так, конструктивное решение, потому что в то время таких самолетов не строили. И пока шло проектирование для одного двигателя, параллельно сделали еще и возможность установки 3 двигателей. И по факту этот самолет так и летал. Dry Motoren трехмоторный грузовой, он был и бомбардировщиком, и военно-транспортным самолетом, и пассажирским эксплуатировался в компании Lufthansa. Так вот, постановка 2 и 3 двигателя позволила увеличить скорость полета, поднять потолок и снизить его расход топлива, привести к очень приятным и хорошим летно-техническим характеристикам для данной машины. Обтекатели колес. Вот это для того варианта, который я хочу построить. Lufthansa, 30-е годы. Вот. Серебристый самолет с черным капотом и
открашенными полосами на крыльях. Тант Ю, это тетушка Ю, его так называли, или Железный Энни. То есть тоже у этого самолета он легендарный, его очень любили за практичность, живучесть и за неприхотливость. Леднички с крылышками и с интерьером. Так. Очень качественно отформовано. Все технологические лючки, все видно. И это просто поразительно. Вот кресло для пассажирской версии. Палуба, сейчас посмотрим. Тоже с рифлением, тоже с нанесенными элементами интерьера и дизайна. Это просто супер. Вот. Для 72 масштаба это очень достойно. И еще удивительно то, что когда этот самолет проектировали и строили, они предусмотрели элероны, которые были на крыле. Они же выполняли функцию закрылков, существенно уменьшая взлет и посадку по пробег самолета на взлете и на посадке. Вот. И тем самым просто очень классное конструкторское решение. А еще обратите внимание, то, что двигатель стоит под углом к направлению полета. Это тоже немецкие инженеры, когда проектировали самолет, предусмотрели, что если двигатель выходит из строя, чтобы самолет из-за эксцентриситета тяги не терял управление, чтобы им можно было управлять. Вот на самом деле самолет очень необычный, очень такой харизматичный, и на свое время это был достаточно большой транспортный самолет, потому что размах крыльев почти 30 метров, вот, длина самолета около 26, наверное, метров. Нет, да, около 20 метров. Ну, точно не помню, надо будет посмотреть. Перевернул коробку и удивился. Увидел декаль и увидел возможности постройки данной машины. Вот. Удивился тому, что даже в СССР он эксплуатировался в Туркмении в 1947 году на линиях Аэрофлота. Надо же. Я такого не знал. Вот этот вариант, который серебристо-черный, Люфтганза, мне очень нравится, я хочу этот самолет построить. Декаль данной модели, вот она огромная, сантиметров 35-40 в длину, очень детализованная, вот современный швейцарский вариант версии, все мелкие технологические надписи, все видно, все очень четко. И советская версия, бело-черные надписи. Очень хорошо, очень достойно. Теперь инструкция. Таллери делает их в двух видах. В некоторых мы можем видеть как книжечку, в некоторых как полосу распечатанную, но графика очень качественная. Все понятно. Детализованы чертежи для сборки, крупный шрифт. Двигатель, кстати, очень хорошо на этой модели проработан, патрубки, все работающие элементы, то есть видны, и мне очень это понравилось. Элементы сборки по самого планера, версии и в конце варианты для покраски. То есть это Люфтганза, версия 1 и версия 2 1933 года. Летающий в Швейцарии современный экземпляр. И советской версии. Очень интересно. Очень интересно. Спасибо всем за просмотр. Желаю успеха всем моделистам в этом увлекательном деле. До новых встреч!